Так как в семье нашелся маточник один, сейчас забабахаем отводок на маточник, на зрелый маточник. Для этого берем пустой улей, который есть, берем медоперговую рамку, ставим, потому что отводочек летать сам не сможет, меду сам собирать не сможет. Значит, им надо дать покушать. Вот. Решить проблему ихнего питания углеводами, то есть медом, и белкового, то есть пергой. Вот одним махом решили. Медоперговая рамка. Хорошо. Теперь идем, берем тут ту рамочку с маточником. И в этом деле самое главное не зацепить матку в отводок вместе с пчелами. Что тоже можно сделать по неосторожности. Так, ну тут вроде матки нету. И есть два маточника. Один хороший, один непонятный какой-то. Поэтому этот непонятный мы сразу ликвидируем. Вот. А хороший оставим. И вот этих пчелок с маточником ставим к рамочке. Теперь надо еще одну рамку с печатным расплодом. Вот. И возьмем еще одну рамку с хорошим печатным расплодом. Желательно такой расплод брать, чтобы он был уже на выходе. Опять же, главное не зацепить туда матку. И ставим рамочку с расплодом. Чудный улей. И еще одну рамочку расплода возьмем. И еще одна рамочка с расплодом. Тут есть еще и не запечатанный расплод. Вот расплод на выходе с этой стороны. Опять же, главное не зацепить матку. Ставим третью рамочку. Вот. Итого у нас одна полная рамка расплода и две неполных. Можно считать, что две полных рамок расплода. И все остальное добавляем просто суши. Суши. 2-3 рамки суши. Чтобы когда матка облетится, ей было куда сеять. И теперь в этот отводок еще надо стряхнуть пчел с одной или из двух рамок с молодыми пчелами. Вот стряхиваем пчелок еще с одной рамки, потому что летная пчела уйдет отсюда, пчел останется мало. Поэтому берем рамку с молодыми пчелами, опять же главное матку не зацепить, и стряхиваем сверху, чтобы компенсировать слет старой пчелы. Вот так. И все. И пчелок закрываем. Закрываем пчел. Сильный отводок здесь делать смысла нет, потому что нету плодной матки. Сейчас сделали вроде как мини-нуклеус. Когда матка облетится и станет уже плодной, если она не пропадет где-то там в полете и вернется назад, то потом этот отводок просто усилить еще пчелами, и будет хорошая семейка. Но это уже после того, как будет готовая плодная матка. Иначе сейчас смысла делать сильных отводков не надо, нету, потому что вдруг матка не облетится, пропадет, не придет,
и пчелы окажутся без матки и просто тупо разлетятся. Семья пропадет. Поэтому нету смысла на маточник делать сильно большие и сильные отводки. Сильно большие и сильные отводки можно делать только на плодную матку, которая тут же приступит к яйцекладке. Вот такое вот дело.